Сегодня в эфир телеканала ТНТ выходит 5000-й выпуск реалити-шоу «Дом-2». Каждый день на протяжении 13,5 лет зрители с интересом наблюдают за тем, как девушки и молодые люди пытаются найти и сохранить любовь. По первоначальной задумке участники все вместе строили дом в Подмосковье. По завершении строительства недвижимость должны были разыграть среди 3 влюбленных пар финалистов. Забытые участники «Дома-2», чем запомнились и где они теперь? За долгое время беспрерывного существования программы она не раз подвергалась критике со стороны общественности. Некоторые считали, что проект слишком скандальный. Тем не менее создатели уверяли, что не нарушают никаких требований и рассчитывают на аудиторию 16–34-летних людей со средним и высшим образованием. Если честно, то не верится, что телепроект существует уже 5000 дней. И, конечно, в самом начале никто не мог предположить, что он будет существовать так долго. «Дом-2» стал неотъемлемой частью моей жизни, повлиял на мою жизнь в чем-то. Поэтому самыми яркими моментами проекта лично для меня стали люди, с которыми я познакомилась на «Доме-2» и дружу до сих пор. Это мои любимые подружки. Было много событий, и к 5000-му выпуску некоторые участники стали настоящими топ-звездами, поделилась мнением бессменная ведущая Ксения Бородина. – 11 мая 2004 года зрители увидели самых первых участников реалити-шоу. Многие из них смогли добиться популярности и собрать буквально армию поклонников. До сих пор фанаты с удовольствием следят за их жизнью. Starhit собрал снимки самых ярких участников, которые когда-то отправились на поиски своей любви, и сравнил с тем, как герои выглядят сейчас. Сэм Селезнёв, молодой и млад, появился на проекте в марте 2005 года. Он сразу приглянулся многим девушкам, однако завязать крепкие отношения у него получилось с Анастасией Дашко. Пара побеждала во многих конкурсах, в том числе в борьбе за квартиру. Однако после этого разразился скандал. Оказалось, что девушка отправляла СМС-сообщения со своего телефона. После этого их результаты были аннулированы, а молодые люди покинули реалити-шоу, пробыв там 3 года. Экс-участник «Дома-2» Сэм Селезнёв: «Хочу взять ребенка из приюта. В отличие от других старичков, никогда не думал о возвращении на проект. Считаю, что очередной приход бывшего участника на телестройку – это позор. Да, там бесплатно кормят, платят деньги. Но ребята не понимают, что своим возвращением они показывают несостоятельность в жизни. Для меня репутация очень важна. Я дорожу ей еще с детдома», — говорил Сэм Стархиту. Анастасия Дашко после участия в реалити-шоу «Яркая блондинка» засветилась в криминальных сводках. Анастасии предъявили обвинение по факту мошенничества. Она брала строительные материалы на продажу, сбывала их по цене ниже рыночной и тратила эти деньги на себя. В итоге девушка получила 2 года лишения свободы. После освобождения из тюрьмы она рассказала, что пережила за то время.
Анастасия Дашко впервые рассказала о том, что пережила в тюрьме это 1000 женщин. Женщины обозленные, злые, неудовлетворенные. В основном это наркоманы и убийцы. Конечно, бывали и драки, и скандалы. Приходилось за себя постоять. Первое время всем хотелось уколоть меня тем, что я с телевидения в колонию попала. Потом уже меня приняли, когда поняли, что за себя постоять я могу, говорила Анастасия в 2015 году. Сейчас Дашка замужем, воспитывает ребенка, крестной мамой которого стала другая участница «Дома-2», Ольга Солнце. Ольга Солнце Ольга Николаева, которая взяла себе псевдоним Солнце, стала одной из самых первых участниц проекта. Она предстала перед зрителями с короткой стрижкой и гитарой. Именно она стала автором песни, которая сейчас звучит в качестве заглавной. На телепроекте она строила любовь с Маем Абрикосовым, однако сейчас Ольга полностью посвящает себя творчеству. Ольга Солнце: у меня нет времени выйти замуж, я решила проверить, могу ли я без продюсера сделать свое творчество доступным для масс. Я принимала участие в написании сценария клипа. Так что можно сказать, что я сама себе продюсер, говорила бывшая участница «Дома-2». Май Абрикосов Роман Тертышный появился на проекте под ярким псевдонимом Май Абрикосов. На протяжении 3 лет он пытался построить свою любовь, сначала с Ольгой Солнце, а затем с Аленой Водонаевой. Однако, так и не найдя личного счастья в рамках реалити-шоу, молодой человек покинул проект в 2007 году. Он переехал в село и теперь делятся в сети рассуждениями о дальнейшей судьбе самой долгоиграющей программы на отечественном телевидении. Май Абрикосов: считаю участие в «Доме-2» своим творческим крахом, считаю участие в «Доме-2» своим личностным ниспадением и творческим крахом. Потратил время впустую, с вредом для себя. Да, меня раздражают упоминания о проекте. Если бы имел возможность повернуть время вспять, то предпочел бы доучиться последние полгода в Академии искусств и иначе занимался бы развитием профессии. Тогда, помню, я всерьез был увлечен режиссурой, рассказывал Май. Алена Водонаева приехала на проект, испытывая симпатию к Степану Меньщикову. Мужчина тоже проникся симпатией к страстной брюнетке. Их пару считали одной из самых красивых и вспыльчивых. Однако их союзу не было суждено просуществовать долго. После Меньщикова девушка попыталась счастье с Маем Абрикосовым, но и этот тандем распался. Наладить личную жизнь Алена смогла только за периметром. В 2010 году она родила сына Богдана в браке с первым мужем Алексеем Малакеевым, а в сентябре 2017 году Алена вышла замуж во 2-й раз.
Олене Водонаевой подарили квартиру на свадьбу. Степан Меньшиков заводил отношения с самыми яркими участницами проекта, в том числе и с Викторией Бони. Он провел на проекте 4 года. Спустя несколько лет после ухода из реалити он все же решил вновь вернуться в «Дом-2». Именно там Меньшиков встретил свою будущую супругу Евгению, которая подарила ему 2 детей, сына и дочь. Однако сейчас в личной жизни Степана не самый лучший период. Он узнал о том, что мальчик был рожден не от него. Более того, сейчас Степа пытается расстаться с супругой. Степан Меньшиков о разводе. «Я был для жени проходным билетом в Москву». Виктория Боня пришла на проект в 2006 году. Но после того, как из-за разногласий со Степаном Меньшиковым они расстались, девушка не смогла вновь построить крепкие отношения с кем-либо из участников. Ее жизнь наладилась уже за периметром. Она родила дочь монакскому бизнесмену Алексу Смерфиту. Многим ее судьба оказалась настоящей сказкой. Но, как оказалось, реальность была далека от того образа, который создавала сама Виктория в сети. Вика призналась, что не рассталась с избранником раньше только из-за того, что у них подрастал общий ребенок. На кого муж-миллионер променял Викторию Боню? Роман Третьяков. Роман Третьяков был еще одним первопроходцем реалити-шоу. Он сразу же полюбился миллионам телезрителей. Более того, фанаты наблюдали за его романом с яркой блондинкой Ольгой Бузовой. Несмотря на то, что они были вместе почти 4 года, в какой-то момент мужчина начал говорить о все нарастающей неприязни к девушке. В итоге он покинул проект и встретил свою будущую жену. Однако их отношения также не сложились. Спустя 2 года после рождения сына супруги развелись. Ольга Бузова появилась на проекте 18-летней девушкой и смогла сделать головокружительную карьеру. Хотя она не встретила свою судьбу в рамках телепроекта, в 2008 она заняла место ведущей программы. В 2012 году Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Их совместное счастье длилось 4 года, в конце 2016 они получили официальный развод. Однако это стало еще большим толчком для девушки в ее карьере. После этого Олю ждал колоссальный успех. Она стала записывать песни и снимать клипы, которые поклонники воспринимают на ура. Ольга Бузова: «Лучше быть одной, чем с кем попало». Станислав и Оскар Каримовы, братья-близнецы, сразу полюбились зрителям нового реалити-шоу. Несмотря на то, что Стас пробыл на проекте чуть больше года, а Оскар всего 8 месяцев, поклонники до сих пор считают их самыми интересными участниками. Стас оказывал знаки внимания Ольге Бузовой, а Оскар был безнадежно влюблен в ведущую Ксению Бородину.
Несмотря на то, что Дом-2 сделал многих участников известными на всю страну, некоторые стесняются славы скандальной программы. Стас Каримов: «Никому не говорю, что был на Доме-2. Многие считают, что побывать на таком проекте очень круто, но на самом деле это не так», рассказывал Стархиту Стас. «Я, например, вообще никому не говорю, что был на Доме, и стараюсь это не афишировать. Указываю себя просто как героя телеканала ТНТ». Мария Петровская тоже не смогла найти своего счастья в рамках телестройки. Она безуспешно пыталась наладить романтические отношения с молодыми людьми проекта, однако это заканчивалось неудачей. Спустя чуть больше полугода девушка отчаялась встретить любовь и покинула Дом-2. В настоящее время Мария занимается собственным бизнесом, она открыла свой салон красоты. Евгений Абузяров. Экстравагантный Евгений Абузяров не продержался на Доме-2 и 2 недель, спустя 11 дней после старта проекта он покинул его. Молодой человек надеялся встретить чистую и искреннюю любовь, но на тот момент ему этого сделать не удалось. После проекта Евгений достиг таки своей цели, теперь вместе с супругой он воспитывает 2 детей. Александр Нелидов был одним из немногих старичков, кто смог достичь цели проекта, минус встретить свою вторую половинку. Он поспешил сделать красавице Наталье Павловой предложение руки и сердца. Однако вскоре девушку отчислили по результатам голосования, а потому супруг решил оставить телестройку вслед за женой. Не так давно пара оформила развод. Потом Наталья и Александр обзавелись своими семьями. Сейчас они редко вспоминают о проекте. Экс-участник Дома-2 Александр Нелидов: «Я не общаюсь с бывшей женой, для меня пик просмотра проекта был, когда я интересовался общечеловеческими вещами. Наблюдал за участниками как психолог. Например, интересно смотреть, как ссорятся супружеские пары, а потом устраивают разборки в судах или подают на алименты. Еще забавный момент, когда дерутся свекровь с невесткой. Вообще, на поляне потасовки запрещены», — говорил Нелидов.